мы подключились по новой ссылке к следующей лекции. Ответьте мне, у всех ли есть звук и презентация? У меня чат выключен, скажите, пожалуйста, словами. Звук и презентация есть? Все есть. Отлично. Значит, я напоминаю вам, что доступны на YouTube-канале все лекции. Предыдущую лекцию я уже выложил на YouTube-канал, который прозвучала. Ее можно посмотреть в записи. Точно так же в записи я, наверное, сегодня положу публичное выступление, которое было на телевидении. Если кто-то не смотрел вчерашнее новгородское телевидение, канал «Скажите, доктор», то эта запись тоже сегодня или завтра окажется на канале. Вчера я рассказывал про нарушение памяти, и там был интересный момент, который очень актуален для вас. Это несколько способов или методик, которые позволяют проапгрейдить свой мозг, которые вполне исполнимы, что если вы хотите, чтобы ваша память была больше, то можно этим заняться. Чем раньше начнешь, тем, собственно, больше достигнешь. Вот, поэтому напоминаю, смотрите за этой новой публикацией. Скажите, доктор, программа, она будет называться «Нарушение памяти у молодых» или «Как прокачать свой мозг». Итак, мы с вами продолжаем рассматривать заболевания нервной системы. Сейчас наша лекция «Рассеянный склероз». Рассеянный склероз – это хроническое, прогрессирующее заболевание головного мозга и спинного мозга, которое проявляется появлением бляшек очагов демиелинизации в различных отделах нервной системы. И, соответственно, там, где находится очаг демиелинизации или бляшка, то такую симптоматику мы и видим в клинике. И это заболевание имеет чаще всего и на ранних стадиях имеет ремиттирующее течение. Разрушается миелин, и скорость прохождения по волокну. Миелиновые волокна, как вы помните, скоростные. Разрушение миелина приводит к замедлению передачи импульса, то есть передача импульса становится уже не актуальной, если он придет не через сотые доли секунды, а придет через несколько секунд, уже это движение человеку не необходимо, то есть эта функция утрачивается. В настоящее время по всему миру, в различных странах, существуют многочисленные общества больных рассеянным склерозом, где люди общаются между собой, обсуждают новые методы реабилитации и лечения. Таких пациентов более 3 миллионов. Существует 3 зоны по определению Всемирной организации здравоохранения, страны или зоны высокого риска с распространенностью больше 50 случаев на 100 тысяч населения. В зону низкого риска вошли страны, там, где 10 случаев на 100 тысяч, средний риск – это посерединке, где-то вот между 10 и 50 заболевшими на 100 тысяч. Самая частая заболеваемость находится в Северной Европе, северных районах США, юг Канады, Австралия, Россия, Новая Зеландия, а в Центральной и Южной Америке, в Азии, Африке, Карибском бассейне и Океании этих больных в 5 раз меньше, но они, естественно, там существуют. В России, в северных, северо-западных, западных районах регистрируется больше всего случаев и достигает до 70 случаев на 100 тысяч населения. Чаще всего представители белой расы. При выезде из зон с высоким риском заболеваемость рассеянным склерозом остается выше, чем у коренных жителей. Если переезжает ребенок, то риск будет как в стране, в которую переехали.
Имеется разный риск заболеваний у лиц с одинаковой национальности, но проживающих в разных местностях. Иммигранты из зон низкого и среднего риска в зоны высокого риска в третьем поколении имеют риск рассеянного склероза, близкий к риску коренного населения зоны высокого риска. Рассеянный склероз встречается чаще в крупных городах с населением более 1 миллиона жителей и у людей, которые контактируют с другими людьми, имеют многочисленные контакты ввиду своих профессиональных особенностей. Все это говорит о том, что в генезе заболевания есть и наследственные, и внешние, в том числе и инфекционные факторы. Это мультифакторная, но генетическая предрасположенность очень маленькая существует. При патанатомическом исследовании, ну или на магнитно-резонансных томографах, бесконтрастных и контрастных, находят множественные беспорядочно расположенные бляшки, различные по величине, от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров, очаги разрушения миелина. Чаще всего вокруг боковых желудочков, вокруг вен мозга, могут располагаться и в глазном нерве, и в утолщении спинного мозга на шейном уровне. Скорее всего, это, конечно же, нейроинфекции и аутоиммунный ответ, но вот вируса пока нету, что это какой-то нейротропный вирус или их конгломерация, группа каких-то вирусов. Но определенного вируса нет, поэтому противовирусной терапии не существует. Вся терапия иммуномодулирующая. Сначала возникает воспаление, приходят макрофаги, бляшка яркая, острая, хорошо контрастируется на магнитно-резонансном исследовании, потом происходит демиелинизация волокна, а так как волокно демиелинизировавшее, рядом есть воспаление, то уже гибнет сам аксон. То есть даже если бы произошла ремиелинизация через какое-то время, швановские клетки, миелиновые оболочки бы возродились, то вот как вот написала вот это исследование в журнале Journal of Neuroimmunology в 2000 году и вторая публикация в 1998 English Medical Journal, написано, что уже возникает вторичная аксональная гибель, то есть уже вторичная ремиелинизация ничего не принесет. Этот дефект у пациента после атаки очередного рассеянного склероза останется на всю жизнь. Потому, собственно, бывают различные формы течения заболевания. И после каждой атаки нарастает какой-то дефицит именно из-за того, что происходит аксональное повреждение. В частности, так выглядят фотографии магнитных резонансных исследований головного мозга у пациентов с рассеянным склерозом. Хочу сказать, что очагов в головном мозге может быть несколько видов. Это могут быть очаги глиоза, это могут быть постинфарктные, постэнцефалитические очаги, посттравматические очаги, кистозно-глиозные. Это могут быть опухоли головного мозга, это могут быть бляшки рассеянного склероза, это могут быть тоже вот болезнь современной, даже не знаю, бич-цивилизации или это особенности гипердиагностики, так называемая болезнь мелких сосудов, аббревиатура CARDL. Кадасил. Считается классическим сочетанием трех симптомов: нистагм, скандированная речь, интенционное дрожание, в том случае, если бляшки рассеянного склероза находятся в области мозжечка. Шарко описал данную триаду, в настоящее время называется триадой Шарко. Есть пентада Марбурга, нижний спастический парапарез, очаг, понятно, что он находится выше, между шейным и между поясничным утолщением в грудном отделе спинного мозга, выше поясничного утолщения. Тенционное дрожание, нистагм, нет брюшных рефлексов, бледность височных половин, зрительных нервов. Хочу вам сказать, что классически для рассеянного склероза, если у вас нет под рукой магнитно-резонансного томографа,
то классически считается дебют рассеянного склероза с поражением лицевого нерва или ретробульбарного неврита. Когда появляется ретробульбарный неврит, тем более если он сам самостоятельно на фоне лечения или без лечения проходит в течение 2-4 суток, то ретробульбарный неврит, особенно с бледностью височных половин дисков зрительных нервов на глазном дне и отсутствием всех 3 брюшных рефлексов, 3 слева, 3 справа, 6 всего, брюшных нету, побледнение висков, и ретробульбарный неврит является тоже классическим проявлением рассеянного склероза. Ну а постановка диагноза тоже учитывается еще при магнитно-резонансном исследовании. Мы будем говорить, как ставится диагноз дальше. Соответственно, участкам мозга существуют зоны поражения и клиническая картина. Если поражен пирамидный тракт, то у пациента будет гемисимптоматика. Это может быть только рефлекторный парез, то есть преобладание рефлексов. Это может быть гемипарез, это может быть спастический гемипарез, то есть центральный парез. Вот. Могут быть, естественно, появляться клонусы, вот. Могут быть при поражении лобно-мозжечкового пути нарушение координации. Статическая динамическая атаксия, дисметрия, гиперметрия, синергия – это все те симптомы, интенсионное дрожание, мимо попадание при пальцево-носовой пяточно-коленной пробах, скандированная речь и макрография. Это все, что мы можем увидеть, если бляшка рассеянного склероза находится в полушариях мозжечка и его черве. Гиперкинеза. При рассеянном склерозе, естественно, могут проявляться. Это не самая частая симптоматика, но она может быть. То есть, в принципе, как ставится рассеянный склероз? Потому что заболевание начинается подостро, и в большинстве случаев оно имеет ремиттирующий характер. Самый частый – это 7-й нерв, самый частый. Отводящий нерв чаще всего повреждается у пациентов с сахарным диабетом, но это уже другой возраст, это уже не трудоспособный чаще всего возраст. Тройничный нерв чаще всего инфекционное заболевание, но также и отводящий тройничный могут поражаться в том числе и при рассеянном склерозе. У некоторых больных могут выявляться односторонние нарушения чувствительности в лице и на языке. Глазодвигательные, соответственно, отводящему нерву. Надо теперь специально проговорить о особенностях нистагма при рассеянном склерозе. При рассеянном склерозе чаще всего наблюдается такая форма нистагмы, как ротаторный. Он может быть замечен при других заболеваниях лимнискус медиалис, но при рассеянном склерозе будут обычно необычные формы нистагмы, например, моноокулярный нистагм. Моноокулярный нистагм при поражении внутреннего уха не характерен, а, например, с ротаторным компонентом моноокулярный нистагм, то есть на один глаз, конечно же, мы будем думать о том, что это рассеянный склероз. Пациент с ретробульбарным невритом обращается к окулисту с жалобами на туман перед одним глазом. И окулиста не вызывает затруднений поставить данный диагноз, что это ретробульбарный неврит, а что это не отслойка сетчатки, там, катаракта, например, или вывих хрусталика. Он говорит, что это ретробульбарный неврит, и сразу же, естественно, зная, что это может быть дебютом СД. СД – это склерозис диссеминатом. Он называется так по латыни СД, склерозис диссемината, а в английской транслитерации он будет называться МФ, мультифокальный склероз. Мультифокальный склероз. Побледнение височных половин дисков зрительных нервов мы уже с вами говорили. Если попадается такой пациент первым к неврологу,
то, конечно же, нам интересен осмотр нейроофтальмолога с вопросом, нет ли побледнения височных половиц дисковых зрительных нервов, потому что это является тоже классическим, зачастую единственным симптомом рассеянного склероза, но мы не можем назвать его патогномоничным симптомом, потому что бывают другие заболевания диска, которые тоже могут дать побледнение височных половин. Но чаще всего процентов выше 90, что это рассеянный склероз. Точно так же пациент к нам может прийти с дебютом в виде гемигипестезии, то есть половинного онемения. В том случае, если повреждены проводниковые пути, демиелинизация произошла именно там, проводниковые пути чувствительности. Особенности нарушения чувствительности при рассеянном склерозе, то, что происходит диссоциация расстройств, то есть нарушается только болевая температурная чувствительность и при неизменной вибрационной. То есть, как мы помним, по развитию мозга должно быть одновременно при поражении головы на противоположной стороне должны возникать нарушения всех видов чувствительности. А вот это диссоциативные расстройства, они, естественно, они не объясняются просто поражением мозга. Поэтому это очень характерно для рассеянного склероза. Одной из нередких форм нарушения при спинного мозга при рассеянном склерозе является нарушение функции тазовых органов. То есть при спинальных инсультах, которые мы с вами говорили, что они редки, при гнойных заболеваниях спинного мозга, которые еще более редки, или заболеваниях головного мозга, тазовые расстройства появляются довольно редко. Вот. А при рассеянном склерозе пациент довольно на ранних стадиях заболевания уже скажет, что есть нарушение функции тазовых органов. Могут быть нарушения психические. Классически считается, что у пациентов с рассеянным склерозом возникают депрессивные расстройства, что не только лекарства вызывают депрессию, иммуносупрессоры, но и само заболевание тоже могут. А противоположное состояние – это будет, наоборот, эйфоричные, некритичные больные. Мы с вами несколько раз сказали, что есть несколько видов, несколько форм течения заболеваний. Так вот, есть ремиттирующее заболевание, верхний левый угол, атака, полное восстановление. Вот этими прямоугольничками показан дефицит, неврологический дефицит, то есть приходит больной с ретробульбарным невритом. Через 2-4 недели исчезает все, то есть симптоматика уходит к нулю. Потом он приходит к нам через 3-6 месяцев с правосторонним гемипарезом. На фоне терапии симптоматика исчезает, восстанавливается, патология 0. И далее вот течет благоприятно ремиттирующим типом атака и полное восстановление без гибели аксонов и без какой-то сохранения дефицита. А вторичное проградиентное течение или проградиентное с обострениями, к сожалению, после каждой атаки остается дефицит. То есть пациент обратился с жалобами на нарушение зрения, зрение восстановлено на 90%. Эта атака принесла ему ухудшение зрения на 10%. Дальше он обратился со спинальными тазовыми расстройствами. Они улучшились процентов на 60, но частично остаются. В следующий раз он обратился, то есть уже изменение зрения есть, тазовые расстройства. Следующая атака, третья атака произошла, например, через 1,5 года. Мы с вами рассматриваем два графика, вторично-проградиентное и проградиентное с обострениями. Обратился через 1,5 года с третьей атакой, с гемипарезом, например, и при лечении пациент уходит полностью, гемипарез не исчез. То есть каждая атака инвалидизирует больного, и он буквально через 5-15 лет, в зависимости от злокачественности течения, он становится инвалидом, который сам себя уже не обслуживает. И есть самая
неблагоприятная форма течения, это первично-прогредиентная, когда симптоматика без атак постоянно прогрессирует. 4 основных варианта. Ремитирующее течение самое частое, это 75-85, благоприятное процентов. А первично-прогредиентное, вторично-прогредиентное, прогредиентное течение с обострениями, соответственно, в 10, 5 и 6% случаев. Ставится диагноз только по международным критериям рассеянного склероза по Макдональду. Оно сочетает в себе и клинические изменения, и находки на магнитном резонансном томографии, и можно выставить диагноз только в том случае. Ну, например, если было 2 или более атак, количество клинических очагов 2 или более, МРТ не требуется и диагноз ставится по клинике. Критерии выполнены. Если атак было меньше 2, то нужно МРТ, и если находится на МРТ очаг, то диагноз тоже выставляется, и так далее, следуя по таблице. Дифференциальная диагностика проводится не только, как вы уже знаете, с инфекционными заболеваниями и с аутоиммунными заболеваниями, а точно также проводится с заболеваниями мелких сосудов головного мозга, продырявленной энцефалопатии или болезни Бинсвангера, и туберкулез как медленная инфекция, рассеянный энцефаломиелит при ВИЧ-инфекции, подостросклерозирующий панэнцефалит, прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия и другие лейкодистрофии. Этиотропных нет, потому что вирус не выявлен, та инфекционная составляющая, поэтому на первом месте данные пациенты получают постоянную пожизненную терапию иммуномодуляторами, в том числе и отечественного с недавнего времени, буквально последние 10 лет, и отечественного производства. Данные пациенты при постановке диагноза рассеянного склероза становятся федеральными льготниками и получают лечение за счет государства. Буквально вот 20 лет назад это было невозможно, а лечение рассеянного склероза стоило от 250 тысяч долларов в год. Эти пациенты не получали иммуносупрессивного лечения, получали базисную терапию в виде сосудистых, витаминных и физиотерапевтических средств. В настоящее время, последние лет 15, они получают иммуномодуляторы, в том числе последние 10 лет отечественные. Это глутиромероацетат, это различные интерфероны, в основном интерферон бета, конечно, используется. И существует для более сложных пациентов, которые не останавливают свое течение, пациенты, которые имеют неремитирующую форму, а другие неблагоприятные формы. Этим пациентам некоторым возможно лечение МАБами. Дело в том, что эти препараты довольно современные, используются в ревматологии, но цена их, конечно, ввиду производителей зашкаливает. Производитель, конечно же, наживается на наших пациентах, и стоимость вот этих препаратов, одна инъекция может стоить 250 тысяч рублей, может стоить 500 тысяч рублей. Конечно же, в фармакопее существует это безумное, я не знаю, что, в общем, человековредительство. Оно существует очень давно. Если этот препарат зарегистрирован, на него имеется авторское право, его нельзя копировать, и до изобретения отечественного препарата вынуждено покупать государство за огромнейшие деньги, чтобы чужой капитал ширился, а нашим больным это было всем недоступно. Вот эти МАБы — это безумно дорогие препараты, можно было бы использовать их в более широких возможностях. Но эти магазины, конечно же, не хотят продавать препарат за 10 тысяч рублей, хотят его продать за 1 миллион. Но, во всяком случае, это не останавливает современное российское государство, и часть пациентов
не только ревматологических, но и неврологических, получает и фенголимод, и натализумаб, и акрилизумаб получают в сложных случаях, особенно и молодые пациенты. В нашей области есть они. Каждый год есть такие федеральные или наши местные региональные льготники, которые за счет регионального бюджета получают это лечение. Прогноз хороший при вовремя начатом лечении, прогноз хороший при ремиттирующей форме. Вот. А если форма проградиентная, то, конечно же, прогноз хуже. Вот, собственно, то, что я вам хотел рассказать про рассеянный склероз. И мы с вами встретимся через 15 минут в 10:30. И будет последняя лекция в сезоне. Называется «Вертеброгенные неврологические синдромы». Это будет третья ссылка. В 10:30 переходите по третьей ссылке, и мы с вами разберем вертеброгенные заболевания нервной системы. 30 минут перерыв.